Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных ореховых тортов. Это торт «Золушка» или торт «Ореховая молочная девочка». Незабываемо вкусные сливочно-ореховые коржи «Молочная девочка» в сочетании с нежнейшим меренговым миндальным коржом внутри торта, с удивительно вкусным и нежным заварным кремом. Торт нежнейший получается, тающий во рту. Готовится, как я уже сказала, из самых простых и доступных продуктов, без сливок, сыра и желатина. Итак, приготовим сначала корж «Молочная девочка» ореховая. 140 грамм муки, 1 столовая ложка какао и 4 грамма разрыхлителя. Разрыхлителя здесь больше брать не следует. 2 яйца среднего размера, 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это просто перемешиваем. 390, можно 380 грамм сгущенного молока с сахаром брать. Тогда муки, если у вас банка маленькая, муки возьмите на 10 грамм меньше. У меня здесь европейская банка 397 грамм. Все перемешиваем. И как вы видите, замешиваю я это все даже без миксера. Очень просто все это делается. Такая жидкая смесь должна получиться. Просеиваем обязательно туда всю сухую смесь. И добавляем сейчас 50 грамм молотого миндаля. Это не миндальная мука, это просто молотый миндаль. Вы можете брать здесь грецкий орех, фундук, все, что вам нравится. Но самый нежный вкус у этого торта, конечно же, с миндалем получается. Выпекать я буду одним коржом. 2 таких у меня будет этапа выпечки. Корж у меня будет 30 на 40 сантиметров. Наносим корж на пергамент толщиной не более 4 миллиметров. Нам понадобится ровно половина того теста вот на один корж, который мы приготовили. Пока печется один корж, мы уже готовим другой. Корж мы выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия без конвекции на режиме вверх-вниз на среднем уровне примерно 8-10 минут. Но ближе к 8 минутам я склоняюсь, потому что у всех духовки разные, смотрите по вашей духовке. Как только мы достали корж из духовки, ничего здесь не ждем, сразу же нужно обрезать у него края. Обрезки останутся, они нам потом пригодятся при посыпке этого торта. На данное количество теста вы можете выпекать торт в круглой форме 24 сантиметра в диаметре. Вот этого теста как раз идеально вам хватит на 4 коржа «Молочная девочка» и на меренговый слой. Потом это в дальнейшем я скажу. И сразу же еще в горячем виде разрезаем его на 2 равные части. Итак, приготовим теперь меренговый корж. Разделяем 5 яиц на желтки и белки. Взбиваем 5 белков, щепотку соли добавляем туда и 8 грамм ванильного сахара. Взбиваем до состояния такой пивной пены. Добавляем туда 150 грамм сахара и взбиваем около 4-5 минут. Все будет зависеть от мощности вашего миксера. Пики, подрагивающие меренги. Добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм молотого миндаля. Опять же, орехи на ваше усмотрение. Все это перемешиваю. Ничего долго не взбиваю, просто перемешала. Форма прямоугольная у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Все это разравниваю и отправляю сейчас выпекаться с конвекцией при температуре 180 градусов Цельсия примерно на 20-25 минут. Зависит все будет от вашей духовки. Если у вас нет конвекции в духовке, следует выпекать при температуре 160 градусов Цельсия примерно 40-45 минут. У меня примерно 22-23 минуты он выпекался, этот корж. Я его достала, сверху хрустящая корочка, внутри корж мягкий. Как я уже сказала, для круглой формы на диаметр 24 сантиметра идеально подойдет это количество теста. Теперь приготовим крем. 750 мл молока отправляю, довожу до кипения. 70 грамм кукурузного крахмала, 180 грамм сахара и 250 мл холодного молока. Все это перемешиваю. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара
И сейчас я добавляю туда 5 желтков, которые остались у нас от белковой массы. Все это очень аккуратно перемешиваю до однородности и иду уже уваривать всю эту смесь. Молоко практически закипело. При непрерывном помешивании в кастрюле я добавляю туда всю желтковую смесь и довожу сейчас на умеренном огне до кипения и провариваю примерно 30 секунд и снимаю с огня. Смесь заварилась. Я выливаю ее в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Сейчас холодное время года, смотрите, чтобы она у вас не остыла, очень холодной не была эта смесь. 350 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности. Теперь по 2 столовые ложки примерно я добавляю туда заварной основы к маслу и прорабатываю такими короткими этапами миксером. Не нужно здесь взбивать очень долго. Очень многие взбивают бесконечно долго вот эту массу, и эта масса становится жидкой, потому что проваренный крахмал просто теряет свойства свои, и масса расслаивается. Здесь очень важно смотреть, чтобы и масло, и заварная основа были примерно одинаковой температуры 25-27 градусов Цельсия. Тогда соединятся идеально у вас обе эти массы. Крем я взбила, вот такой пышный он у меня получился. Крем очень хорошо пропитает все наши коржи. Начинаем сборку торта. Вот такие коржи у меня ореховые, очень вкусные, молочная девочка. Уникальность этих коржей в том, что молочная девочка дает сливочный такой вкус, незабываемый. И поэтому весь этот торт, он получается действительно необыкновенно вкусным. Я разделила крем на равные части, чтобы мне хватило промазать каждый корж и чтобы хватило сверху на украшение и на обмазку всего торта. Меренговый корж прекрасно отстает от пергамента. Пергамент у меня силиконизированный. Если у вас не силиконизированный пергамент, следует его промазать небольшим количеством растительного масла без запаха. И тогда у вас прекрасно он будет отделяться от пергамента. Итак, в центр мы уложили меренговый корж, потом закрываем 2 коржами молочной девочки. Делается это все на самом деле очень просто. На всю выпечку здесь в общей сложности уйдет не более часа времени. Вместе уже с тем временем, что коржи будут находиться в духовке. Крем очень хорошо дополняет эти коржи. Он их хорошо очень пропитывает. Другого крема здесь в принципе и не нужно. Кто хочет использовать сливочный крем, пожалуйста, можно и сливочный использовать. Торт я собрала. Немножко крема я отложила и оставлю его на украшение. Здесь в принципе и центральный меренговый корж вы можете выпекать на одном противне и потом разрезать его на 2 такие же равные части, как и корж молочная девочка. То есть не используя никакую форму для выпечки. Тогда он, конечно же, будет в 2 раза ниже этот корж и выпекаться будет в 2 раза быстрее. Это все на ваше усмотрение. И тогда у вас будет не 5 коржей в торте, а уже 6. Обрезки, которые у меня оставались, я сейчас измельчаю в измельчителе и буду обсыпать ими торт. Вы можете просто орехами обжаренными украсить, все, что вам нравится. Торт удивительно вкусный. Торт очень самобытный во вкусе. Торт не напоминает безглютеновые меренговые коржи. Он не похож на эстерхази, он не похож на киевский, он не похож на обширон. Вот эта сливочность, которая есть в молочной девочке, делает его незабываемо просто вкусным. Делаю сейчас вот такое элементарное украшение из насадки кондитерской 1М. Этим же кремом, который я также убирала в холодильник. Потом я его достала, прогрела слегка 10 секунд в микроволновке. Он стал опять мягким. И украшаю просто фундуком для красоты. Убираю на 3-4 часа в холодильник. Торт у меня провел около 4 часов в холодильнике. Он прекрасно нарезается. На порционные пирожные его в холодном виде очень хорошо нарезать. Его нужно нарезать и дать ему постоять. Он нарезается даже на очень маленькие фрагменты, этот торт. Красиво центральный корж у него смотрится. Его видно, что он, во-первых, светлее гораздо, чем вот те коржи. Просто, может быть, камера не так передает. Он шире и он очень влажный. Получается этот корж, который у нас внутри находится, вот этот меренговый. Прекрасно надламывается вилкой. Торт тающий во рту, нежнейший.
Очень советую всем приготовить. Вот так прекрасно нарезается на порционные пирожные. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.